Индикаторы подключения. Чтобы не путаться при переключении с промышленной на тестовую базу данных, можно настроить цветовую индикацию. Переходим в настройки «Пользовательский интерфейс». Раздел Connection Indicators. Вводим необходимые параметры и цвет. Пример для строки базы данных указан в обозначении колонки. Можно применить маску. В моем случае перечислены все схемы тестовых баз данных. Цвет выбран темно-зеленый и темно-синий. Также изменяется цвет фона редактора. После коннекта к базе подкрашивается фон редактора и индикатор браузера объектов. Настройка панели инструментов. Идем в пользовательский интерфейс. В самом низу можно переключить меню Developer на старый интерфейс, который был до 12 версии. При наведении указан пример. Мне удобно работать с большим окном редактора, поэтому я по возможности скрываю все лишние меню. Лента меню с инструментами занимает очень много места. Часто используемые функции можно переместить на панель инструментов быстрого доступа. Выбранную функцию добавляем при помощи контекстного меню. После добавления всех необходимых функций, большую ленту можно свернуть. Перемещать иконки на панели инструментов очень просто. В контекстном меню выбираем More Commands. И не закрывая появившегося модального окна, начинаем перемещать иконки. Также становится доступными возможность переименовать всплывающую подсказку иконки и начать новую группу. После всех изменений закрываем модальное окно. Цвет и сортировка папок в окне объектов. Окно объектов содержит много логических папок. К некоторым из них мы обращаемся чаще, к некоторым реже. Девелопер позволяет настроить отображение групп объектов в дереве. Для себя я определил список групп, с которыми чаще всего работаю. Функции, процедуры, пакеты, типы, таблицы, представления, джобы. А остальные объекты скрыты в папке Other. Такое расположение позволяет находить необходимые группы достаточно быстро. Перейдем в настройки папок. Окно настроек позволяет установить порядок, цвет и родителя папки. Дополнительно для всех объектов можно настроить фильтрацию. Указываем описание, опционально базу данных, родителя, в папке V необходимый тип объектов. Дополнительно указываем сортировку. Боковые окна быстрого доступа. Чтобы настроить расположение окон списков, на вкладке View в разделе Dockable Tools включаем галки тех окон, которые нам необходимы. To-Do List необходимо включать на вкладке Edit, To-Do Items, Show List. Чтобы приклеить окно к правому краю, необходимо знать несколько хитростей. Во-первых, плавающее окно можно приклеить только к чистому правому краю приложения или к другому, уже прикрепленному окну, когда оно находится в развернутом виде. Посмотрим пример. Обратите внимание, если добавить плавающее окно в виде вкладки, то после сворачивания текст вкладок будет отображен не полностью. Для правильного отображения необходимо прикреплять окна рядом. После этого прикрепленные окна сворачиваются правильно. Добавляем остальные окна таким же образом. Эта процедура не всегда получается с первого раза. Теперь при наведении курсора на заголовок открывается необходимое окно. И самое главное, не забываем сохранить все наши настройки интерфейса. View, Save Layout.